Всем привет, с вами Елена, и это канал «Вот бы мне». Друзья, как вы знаете, несколько дней назад на сайте Госдепартамента Бюро консульских дел США вышло и сразу же вступило в силу обновление, которое отменило процедуру запроса и проверки сканов для победителей лотереи Green Card перед возможностью назначить интервью. Более подробно об этом я рассказывала в другом видео. Ссылка сейчас появится вот здесь и в описании. А сегодня давайте поговорим на тему того, повлияет ли это постановление и на победителей следующей лотереи DV 2023. Сразу хочу сказать, что мы очень рады активности наших зрителей и тому, что многие из вас сознательные участники и интересуетесь подобными вопросами наперед. Ведь, как я уже не раз говорила, сейчас, когда консульский центр в Кентукки и посольство работают, мягко говоря, как попало, увеличить шансы на получение приглашения после победы, скорее всего, может только скорость выполнения всех необходимых требований, вроде заполнения формы DS-260, сбора документов и так далее. И чем больше информации вы узнаете заранее, тем меньше на это времени потратится потом, в случае вашего выигрыша. А ведь тема отправки сканов вторая по значимости и сложности после заполнения анкеты DS-260, а кроме того являлась еще и очень тяжелым якорем, который тормозил процесс продвижения кейса к заветному интервью. И знать, надо будет отправлять сканы победителям DV 2023 или нет, понятное дело, очень хочется. Так что давайте попробуем разобраться. Хочется напомнить, что запрос сканов довольно новая процедура, которая еще несколько лет назад в принципе не существовала. Ввели ее буквально за год или за два до начала глобальной пандемии коронавируса для ускорения обработки кейсов. И в целом, при нормальной работе консульского центра в Кентукки и посольств это действительно сокращало время, затрачиваемое посольствами на проверки и принятие решений по выдаче виз. Но началась пандемия, KCC практически перестал работать, и десятки тысяч победителей DV 2021 застряли как раз на этапе проверки сканов, и в итоге так и не получили свои приглашения на интервью. Отменить эту процедуру, если одна из структур не справляется со своей работой, было логично еще давно, но они тянули до последнего. И вернут ее или нет, мне кажется, зависит от многих факторов. Во-первых, даже в самом постановлении об отмене в самом низу написано, что это пилотная программа. Ее результативность, затратность и выгоду Госдепартамент будет оценивать позже, в течение текущего программного года. Так что если кто-то вам говорит, что точно знает, как будут обстоять дела со сканами для победителей следующей лотереи, не верьте, это лишь его фантазии и догадки. На самом деле, даже в Бюро консульских дел США не знают, как будет дальше. И по факту очередным обновлением на сайте они могут выкатить новое постановление, в котором вернут проверку сканов даже для DV 2022, что уже говорите про DV 2023. И сделается это так же неожиданно, как и отмена. Во-вторых, что собственно вытекает из во-первых, если работа посольств будет и дальше налаживаться, а в консульском центре в Кентукки захотят поработать, данную процедуру могут действительно вернуть. Ведь, по-моему, для государственных учреждений чем больше бюрократии и всевозможных нужных и ненужных процессов, тем лучше. Ведь они еще и финансирование могут недополучить, если откажутся от такого объема работы. Так что отмена данной процедуры это, конечно, супер, и хорошо бы ее и вовсе не возвращали. Но лучше периодически мониторить ситуацию и быть готовыми ко всему. Да, я знаю, что во многих наших видео я сперва рассказываю о чем-то хорошем, а потом настраиваю на негатив. Но такова реальность, и те, кто следят за развитием событий уже не первый месяц и даже не первый год, точно понимают, что хорошего от Госдепа ждать не приходится. А вот очередную порцию подарка в виде прокламаций, запретов на въезд и выдачу виз, апелляций и всего остального они выдают так часто, что не успеваешь все это переварить. Так что мой вам совет, на всякий случай готовьте документы из списка на отправку сканов заранее. Кроме справок о несудимости, все остальное у вас, скорее всего, и так уже есть. Переведите, если это необходимо, отсканируйте, подготовьте полный пакет на отправку и в случае чего сможете сделать это немедленно, а не тратить драгоценное время. К тому же, все эти документы и переводы понадобятся вам и на собеседовании. Так что вы абсолютно ничего не потеряете от того, что подготовитесь и на случай возобновления требований отправки сканов. Ну что ж, надеюсь, с этим вопросом разобрались и поставили точку. Так что на сегодня все, друзья. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.